Если вам случайно попалось мое видео, то вы попали в мир красоты и волшебства. Я Наталья, и сегодня я хочу поделиться идеей декора елочных игрушек. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Сегодня мы с вами декорируем шар. Объясню, в каких случаях какой шаблон я использую. Не всегда бывает так, что именно на шар 8 сантиметров я использую шаблон 8 сантиметров. Объясню, почему. Так как на одном и том же шаблоне получаются бантики разного размера. Это в зависимости от того, какой бантик. И, конечно, все задекорируем. Сделаем выкладку. Если вам интересно, оставайтесь со мной и приступим. Здесь у меня шаблоны для бантиков. Это 8 сантиметров, это 9 сантиметров. Вот бантик сделан на 8 сантиметров. И если это такая модель, то вполне подходит для шара 8 сантиметров. Вот этот бантик тоже сделан на шаблоне 8 сантиметров. Но вы видите, какая разница. Здесь какая ширина и здесь какая ширина. Это зависит именно от модели бантика. В данном случае вот этот бантик к шару 8 сантиметров, он кажется слишком маленьким. Поэтому я использовала 9 сантиметров. Вот. И вы посмотрите, как отличается. Но, конечно, это дело вкуса. Может быть, кто хочет маленькие бантики, кто-то побольше, а кто-то вообще без бантиков. Поэтому в данном случае я делаю бантик на шаблоне 9 сантиметров к шару 8 сантиметров диаметр. Я беру шаблон, ленту я использую 2,5 сантиметра. Обверну один раз. Я уже не пользуюсь скрепками, а прошиваю сразу. И сейчас покажу, как я это делаю. Вот у нас получается в середине, у нас получается перемычка вот это. Вот именно. И здесь я складываю ленты вместе. Выхожу иголочкой вот сюда и перекрываю, вот чтобы у нас бантик. Вот вы видите, вот эти две ленты, чтобы они держались вместе. Снова вот так еще раз ленту перекидываю, лишнее отрезаю и прошиваю. Снова мне надо сделать здесь посередине перемычку, так скажем, чтобы посередине вот эта вот ниточка, чтобы бантик, чтобы складочки красиво лежали. Снова вот здесь обе ленты перемычку. Я часто объясняю, как делать бантики, и многие жалуются, что некрасивые складочки. Все зависит от того, как вы прошили. Если это вообще открытый бантик, то лучше все сшить правильно. И вот у меня все прошито. Теперь я протягиваю, все затягиваю. Расправляю и, конечно, закрепляю. Делаю узелок. И пока у меня нагревается пистолет, чтобы перетянуть бантик, мы оформим вот эту верхушку. Вот вы видите, у меня здесь все ровненько подготовлено. На канале я показываю, как это делать. Теперь я беру клей и вот так обильно тут наношу клей. Кстати, кто спрашивал про клей, на следующей неделе клей будет. И даю немного клею закрепиться. Теперь беру стразы. Это у меня 20 номер. Можно 16 использовать, можно любые, которые у вас есть. Но 20 как бы мне подходит по размеру. И вот так я выкладываю стразы. Украшаю макушку. И получается очень красиво. Здесь можно вот сюда еще добавить, чтобы все места у нас были красивые. И продолжаем декор. Теперь я беру бантик и с обратной стороны подклеиваю ленту. Это у меня 6 миллиметров.
подклеила, даю закрепиться, расправляю, наношу клей на лицевую сторону, все сразу расправляю и вывожу на изнаночку. Так, беру ножницы, лишнее подрезаю, конечно же, обжигаю и подклеиваю. Ничего сложного. Беру бантик и примеряю к игрушке. И, конечно, смотрю вот эти края. Бантики будут в наличии на заказ под цвет. Можно будет заказать вместе с тканью. Это будет идеальное сочетание. Обжигаем все края. Снова примеряем. И вот я вижу, что мне все подходит. Теперь я наношу клей. Наношу достаточно много клея. И подклеиваю бантик. Бантик, чтобы у нас стоял, а не лежал. Прижимаем и даем закрепиться. Для декора я буду использовать филигрань. Это у меня маленькая филигрань, 6 сантиметров на 2,5. 15 ноября жду доставку. Будет разная филигрань. Там будет бархат и многое другое. Вот так примеряю и придаю форму. Филигрань очень хорошо подгибается. И смотрю, чтобы у меня примерно все игрушки были одинаковые. Вот, все у меня подходит. Вот вы видите, как она согнута. Филигрань я не только приклеиваю, но и пришиваю. Поэтому я беру иголку и сейчас покажу, как это делать. Вот я прячу узелок внутри. Так, сейчас я, наверное, закреплю. То мне не совсем на камеру удобно вам показывать. Закрепила узелок. Беру филигрань. Так, наоборот. Вот. И теперь через вот эти отверстия вот так. Соответственно, в другую сторону. Так, у меня все тут цепляется. И теперь вот так устанавливаю. И вот здесь закрепляю. Снова вывожу иголку. Иголку, если это бисерная, то можно подлезть. Если это не бисерная иголка, а простая, я сегодня специально взяла простую иголку, то ее не так легко просунуть через филигрань. Поэтому сначала вот так через филигрань, через вот эту часть. Только здесь главное бантик не зацепить. Так что просовываем все. И теперь так убираем бантик. Снова через ткань выводим на другую сторону. И сейчас затянем и чуть-чуть спустимся вниз. Вот. Затянули. Теперь вот сюда. Снова выводим вот сюда. Нам надо как можно надежнее закрепить. И теперь за нижнюю часть. Если у вас получается просунуть сразу через филигрань, отлично. Если нет, то делаем, как я показывала. И еще несколько стежков, и филигрань у нас будет пришита. И теперь подклеим. Я отодвигаю филигрань и вот туда наношу клей. Наношу достаточно много клея. И теперь прижимаю и даю закрепиться. Клей немного вот здесь вылезет, но это ничего страшного. И даю закрепиться. И для декора я буду использовать 3 разных размера. Это у меня 18 на 25 большие. Это у меня вот такие 7 на 15 и 6 на 10 размер миллиметров. И чтобы приклеить вот этот камень, он неровный вот здесь, я наношу вот на верхнюю часть много клея. Я наношу клей, даю ему закрепиться, чтобы вот образовалась подложка и чтобы страз сел очень ровно и ровно приклеился. И даю минутку, наверное, секунд 40 постоять. Клей у меня немного постоял, я добавлю еще чуть-чуть, убираю.
беру страз и вот так укладываю на филигрань и даю закрепиться. Для удобства работы я повернула заготовку и вот здесь нанесу еще одну каплю, чтобы приклеить вот эту вот здесь страз. Беру и вот так аккуратненько вот укладываю здесь середина и даю закрепиться, чтобы продолжить следующую работу. Теперь наношу клей на вот эти боковинки от страза. Убираю. Вы видите, я не спешу приклеивать, чтобы у меня клей немного закрепился. Теперь беру страз и вот так аккуратненько укладываю одну и вторую. И, конечно, все поправляем, чтобы у нас все красиво смотрелось. Теперь сюда я подклею вот такие стразы. Здесь я подклею стразы уголком вверх. Так, сюда. Я наношу клей не только на филигрань, но и немного больше, чтобы стразы между собой склеились. Так, вот здесь у меня паутинка потянулась. Сразу убираю, чтобы у нас все было чисто. Так, где-то у меня была салфетка, но не найду сейчас. И вот этим острым углом вот укладываю стразы, чтобы все между собой склеилось. Вот так аккуратненько все. Вот. И теперь вот сюда еще одну стразину, только уже уголком вниз. Беру клей и вот так наношу. Сразу носик вытираю. И вот так уголком вниз, чтобы у нас получилась такая вытянутая форма композиции. И еще 2 стразины, вот эти капли я подклею вот здесь по бокам. И тоже уголком вниз. Наношу клей, много клея, чтобы склеить все между собой. Так, паутинку ловим. И, конечно, чтобы страз приклеился сам. Убираем. Так. И вот уголком вниз я вот так подклеиваю. Вы видите, что весь узор у меня располагается на филиграни. Никуда ничего не выходит. Вот что получается. Конечно, если что-то где-то вы видите, все поправляем. Пока здесь еще ничего не закрепилось, все можно поправить. Если вас все устраивает, оставляем сушиться. И вот такие елочные игрушки у меня получились. Мне очень нравится полученный результат. Здесь не слишком много декора, но он яркий и все сочетается. А на сегодня все. Надеюсь, урок вам понравился, был полезен и вы узнали что-то новое. Если у вас есть вопросы, пишите под видео, я всегда отвечу с удовольствием. И как я уже говорила, в наличии есть все заготовки. Могу подобрать ткани, могу подобрать материалы, придет филигрань и, конечно, ленты. Творческих успехов вам и до скорой встречи. Пока-пока.